Всем привет, ребята! Сегодня я более подробно познакомлю вас с таким тренажером, как тренажер Смита, и покажу вам целых 15 своих любимых упражнений на все тело в этом тренажере. Начнем? Итак, первое упражнение у меня будет на ягодицы и бицепс бедра. Я опускаю поручни и опускаю сам гриф как можно ниже. Чтобы гриф постоянно не стопорился на одном месте, мне нужно закрепить эти крючочки, и я для этого использую эластичную ленту. Я просто буду ее натягивать, тем самым натягивая крючок на себя. Становимся в упор на локти и одной ногой, ставя пяточку на гриф, поднимаем сам гриф. Конечно же, можно использовать блинчики, смотря сколько у вас подходов и какая у вас выносливость, но сам принцип вы поняли, так что это упражнение также можно выполнять в этом тренажере. Старайтесь толкать гриф за счет пятки и сжимать ягодицы в верхней точке. Следующее, второе упражнение. Для этого я опускаю гриф пониже и беру в руки блинчик или же просто гантели, в общем какое-то утяжеление. Становлюсь плотно перед грифом, то есть ноги у меня упираются в гриф, и приседаю как можно ниже. Плюс такого упражнения в том, что амплитуда вашего движения при приседаниях становится гораздо больше. Тем самым ягодичные мышцы растягиваются больше, а значит получают больше нагрузки. При подъеме корпуса делаем выдох и хорошенько сжимаем ягодицы. Также, когда вы поднимаетесь, старайтесь делать упор на пятки. Следующее упражнение мое любимое, и это будет жим платформы, но в тренажере Смита. Так же самое мы натягиваем ленту, то есть крючок идет на нас. На гриф, конечно, можно добавлять блинчики, потому что будет слишком легко выполнять это упражнение. Гриф упирается в середину ступни, то есть толкаем мы пяточками, и носочки смотрят немножко в стороны. Опускаем ноги как можно ниже, при этом угол в коленях не должен быть слишком острым. Поясница плотно прижата к коврику, а взгляд направлен вверх. Следующее упражнение — это мертвая тяга, но немножко необычное. Мы становимся как обычно перед грифом, но одну ногу мы отставляем назад. Мы не делаем на нее упор, весь упор и вся нагрузка идет на ногу опорную, то есть на которой вы стоите. Как обычно, делаем упор на пятку, немножко сгибаем ногу в колени и сохраняем спину ровной. Обязательно попробуйте такой вид выполнения этого упражнения, потому что ваши мышцы, ваши бедра, ягодицы и поясница почувствуются немножечко по-новому. Пятое упражнение у меня будет приседание, но как вы поняли, оно будет необычное. Мы просто становимся между нашим грифом, беремся за него ручками и опускаемся и поднимаемся. Вроде бы ничего обычного, но опять же новые впечатления и новое использование тренажера Смита. Как обычно, следите за вашими коленями, они не должны выходить за носки. Спинка у вас прямая с небольшим прогибом в пояснице, и при подъеме мы делаем выдох. Шестое упражнение тоже одно из моих любимых, и оно будет направлено на ягодицы. Для этого нам понадобится скамья, мы будем на нее облокачиваться. Чтобы вам не было больно, подложите себе под гриф коврик. Ноги на ширине плеч, мы максимально вниз опускаем таз и при выдохе поднимаем его и сжимаем ягодицы. Поехали дальше. Наше следующее, седьмое упражнение, и это будет приседание, но на коленках. Я помню, я когда-то делала это упражнение, когда у меня была травма ноги, и оно меня очень спасло в то время. Конечно, оно проигрывает обычным приседаниям, потому что здесь амплитуда движения маленькая, но для разнообразия почему бы и нет. Старайтесь спину держать ровно и при подъеме сжимать ягодицы, чтобы больше прочувствовать ягодичные мышцы. Следующее, восьмое упражнение у меня будет комбинированное. Классическая мертвая тяга в тренажере Смита плюс подъемы на носки, для того, чтобы задействовать ваши икроножные мышцы. Очень удобно в таком тренажере выполнять именно это упражнение, потому что вы концентрированно включаете икроножные мышцы, вам не нужно держать равновесие, так что обязательно попробуйте это упражнение, и в принципе почему бы нет, тут два в одном, два упражнения.
Девятое упражнение, так называемое «Доброе утро». Я предпочитаю его делать именно в тренажере Смита. Очень хорошо его выполнять именно в начале вашей тренировки, так как вы будете разогревать вашу поясницу, вашу спину, ваши бедра. И в принципе это упражнение очень похоже по своему свойству на мертвую тягу, но согласитесь, немножечко все-таки по-другому чувствуется. Главное правило в этом упражнении – просто отводить таз назад, немножко сгибая ноги в коленях и сохраняя ровную спину. Следующее, 10-е упражнение, вы не поверите, но оно будет на пресс. Кстати говоря, тренажер Смита, если опустить гриф как можно ниже, можно использовать как обыкновенный упор. Вы просто держитесь ручками за гриф и выполняете подъемы ног, почему бы и нет. Поднимаемся немножечко выше, у нас 11-е упражнение, и оно будет задействовать нашу спину. Если вы устали от обычных тяг гантелей к поясу, вы можете использовать тренажер Смита. Становимся в небольшой выпад и просто подтягиваем гриф к себе. Ничего сложного, а уже что-то новенькое. Как обычно, следите за вашей спинкой, за вашим дыханием и четкостью ваших движений. Вы должны чувствовать свои мышцы. Следующее, 12-е упражнение поможет вам научиться подтягиваться. Я о нем когда-то говорила, и вы можете его пробовать в тренажере Смита. Мы ложимся над грифом, проверяем, чтобы он у вас пересекал линию нижней части груди. Локоть при сгибании составляет 90 градусов, и мы подтягиваем свой корпус к грифу. При подъеме корпуса делаем выдох. Ну, как же без жима штанги, это просто святое упражнение для мышц вашей груди и рук. И, честно говоря, если вы начинающие, то лучше всего выполнять это упражнение в тренажере Смита, так как здесь реки закреплены и очень маленький риск получить травму. Обязательно также поиграйтесь с расстановкой ваших рук ближе, дальше и с углами наклона в вашей скамье. Жим штанги над головой, 14-е упражнение, тоже очень хорошо выполнять в тренажере Смита. Также очень мало риск получения травмы, особенно если вы правильно выполняете это упражнение. И очень хорошо прорабатывать ваши плечи и руки. И последнее, 15-е упражнение на сегодня, это подтягивание штанги к подбородку. Очень хорошо прорабатывать также ваши плечики, ваши дельты. Просто безумно удобно выполнять его в тренажере Смита. Вам не нужно ничего делать, просто подошли к штанге и начинайте выполнять упражнения. Следите за тем, чтобы ваши локти шли наверх, и при подъеме штанги выполняйте выдох. И да, если вы не знакомы с типичными упражнениями, приседаниями в тренажере Смита, как их выполнять, то обязательно кликайте на эти видео, и вы перейдете на следующую страничку. Ставьте лайк, если понравилось вам это видео, обязательно пробуйте эти упражнения, и мы с вами встретимся в следующем ролике. Всем удачи и пока-пока!